Всем привет, с вами Дэн и Лака. Давненько не было на канале этого немецкого бренда. Atlantic 39, да, у нас модель называется, и ритейл у нее 930 евро. Давайте смотреть, открывать. Кстати, если я не ошибаюсь, то на канале, по-моему, было то ли один, то ли два ролика про Лака. И вот сейчас, наконец-то, третий. Значит, инструкция по механизмам отдельно. Дальше Atlantic Mojave, Скорпион. Это рекламочка такая, да, этой как раз линейки, потому что линейка называется, у них вообще подраздел по этим часам называется Squad Watches, да, для полиции, армии, пожарных и так далее. Ну, для команд разных, как это можно перевести. И конкретно эта модель Скорпион. И в разных версиях расцветки. Да? Скорпион Atlantic у нас, потому что синий цвет, синие акценты по циферблату. И если на ремне, например, на натовском, да, то здесь синий ремешок. Ну а так вот есть вот такие разные вариации. И теперь надо их посмотреть, конечно же, вживую. Опа! Вот они, красавчики. Так, у нас тут какая-то потайная дверь. Куда ведет? Ну, это, видимо, для часов, чтобы удобнее было складывать. Коробку в сторону. И самое главное здесь. Ой, а здесь-то ремешок резиновый. Как интересно. Давайте сейчас пленочки снимем. И дальше будем разбираться по этим часам и по их характеристикам. Так, тут еще у нас одна пленочка идет. Спасибо, кстати, Ивану, который уже довольно много часов разных на канал мне давал для обзоров. И вот такие редкости можно вам показать. Потому что, ну, с Лака сейчас, сами понимаете, нужно только услугами посредников пользоваться. Иначе вы эти часы так вот не приобретете. Так, давайте сейчас хочется сразу стрелочку передвинуть, чтобы у нас ничего не загромождало циферблат. И в том числе логотип, да? А я вам пока расскажу про эту модель. Значит, как разобрались, версия у нас Atlantic с тем самым ремешком. Внутри стоит механизм Лака 200. Это на базе Sellita SW200 версии Elabor. 300 метров водозащита. Здесь такие серьезные дайверские часы. Суперлюминовая на метках и стрелках. Стальной корпус. Керамическая вставка матовая на безеле, матовый же циферблат, резиновый ремешок, сделано в Германии, сами понимаете, сапфировое стекло с внутренним антибликом, и оно заявлено как купольное, ну и с НДС цена 930 евро, как я вам уже сказал. Слушайте, ну, интересный дизайн, мне нравится вот эта такая максимальная простота здесь, потому что такие плоские стрелки, нарочито толстые, чтобы читаемость была просто по максимуму. Очень интересно они играют вот этими расцветками, то есть мы видим сразу 6 и 12 синего цвета, здесь такого бежевого цвета остальные метки. 3.6, ну и все прочие, и также разметка синяя на безеле. Симпатично на самом деле, даже если вы не используете это для каких-то там специальных целей. Но, собственно, почему бы и нет. Сделано в Германии, написано, да, автоматик, 30 атмосфер, Лака, все плоское, все печатное. Опять же, у нас часы такие Tool Watch, да, ну не зря они называются Squad Watch. Так что здесь красотулечки всякие, да, накладные метки, конечно же, мы не ожидаем. Здесь главное это функциональность, удобство и читаемость. Ну, собственно, Лака это вообще часы про инструменты, да, про то, чтобы их использовать для каких-то специальных целей. И исторически так было, хотя Лака, конечно, больше известны своими классическими пилотами, но в данном случае и дайверы. И причем дайверы, знаете, в современном таком техно-стиле. И прикольно. Я вот их первый раз вживую вижу, и, слушайте, ну они прям не похожи ни на что другое. Ничего такого в голову не приходит, и это хорошо, потому что это собственный дизайн, такой вот, который еще никто не делал. Давайте посмотрим по безелю. 40. Чуть, кстати, уже будет корпус, наверное, 39 по корпусу. По высоте давайте глянем, с учетом выпуклого стекла 12,8, ну для 300 метров-то прям неплохо, неплохо. И 20 по ремешку. Ну и от ушка до ушка, здесь длинные ушки, потому что часы немецкие, немецкий стиль в дизайне, 48.
48. Но, тем не менее, не так уж и много, если уж мы говорим. Мое запястье 18,5 в обхвате. Да, слушайте, приятно, приятно. Это с учетом того, что у нас еще и натовский ремешок, то есть они выше, чем есть на самом деле. Ну и, кстати, да, акцент вот с этим ремнем, он добавляет такого лета немножко игры, хоть это и такие специализированные часы, и они не такие мрачные. Был бы здесь черный ремень, наверное, было бы мрачновато. Да, браслет... Ну, браслет, мне кажется, к этой модели может быть не самое интересное, а вот на разнообразных ремнях с разной расцветкой, а почему бы и нет? Слушайте, они по-другому прям играют на запястье. Класс. А мне понравились. А мне понравились. На фотках не то. Вот вживую, да, совершенно другое впечатление идет. Класс. Так, матовый у нас корпус. Ну, это и ожидаемо. Везде такой... с резкими гранями, резкими переходами, наплывы крупной заводной головки, заводная тоже крупная, чтобы использовать было удобно. Хват по безелю, конечно же, максимально комфортный, потому что безель чуть шире, чем корпус. Браться удобно. Видите, какие здесь у нас? Мощь! 60 кликов. Немцы любят именно 60 кликов, чтобы вот четко по минуте, да, рассчитывать. Четкий, уверенный безель. Он, как бы так сказать, грубоват, потому что достаточно резкие здесь грани, и я думаю, что это сделано, опять же, специально, да, нарочито. Этот момент учитывайте. И здесь, конечно, эти зубчики, да, так, они будут, конечно, цепляться, если вы надеваете что-нибудь такое тонкое. То есть эти часы, конечно, под брутальную одежду, и лучше ее носить без рукавов. Ну, это я так шучу уже. Ремень резиновый, очень мягкий, очень приятный. В носке такие ремешки просто превосходные. Застежка классическая, здесь логотипчик, ну ничего такого лишнего здесь нет, да. Ну и заднюю крышечку самое время посмотреть, чего у нас там сзади, я думаю, что гравировка, наверное. Да, как раз тот самый Скорпион, именем которого и называется эта линейка. Кстати, очень глубокая, симпатичная, так что класс. Вот от кого, от Лака в такой модели я точно не ожидал вот такого красивого Скорпиона на задней крышке. Вот это неожиданно и приятно. Кстати, ремешок пахнет ванилькой? Пахнет еще как ванилькой. Ну, это вдвойне приятно. Давайте посмотрим, что у нас по весу именно вот в такой вариации, да, на таком ремне. Я думаю, будет немного. Ну, почти 100 грамм, 98. Да, часы не самые маленькие, они, естественно, не самые легкие, но на ремне на таком окей. Очень сдержанные такие, лаконичные, как и большинство немецких часов, и то, что обычно меня и привлекает в немецких часах, да, то есть здесь функциональность, практичность и сдержанность. Здесь все в этой модели, ну, знаете, с учетом акцентов цвета, да, вот этого такого синего, тут даже сказать, что часы, они как-то выбиваются из этой вот такой скромности и сдержанности. Но здесь без переборов. Приятный циферблат с отличной читаемостью, мне прям нравится. И тонкая вот эта вставка керамическая на безеле, она и как раз вот этот зубчатый такой безель, как будто шестеренка какая-то. И опять же, вот нет никакой намека никакого на люкс, потому что все, опять же, такое матовое, все сдержанное, ничего, да, вот даже не поймешь со стороны, что это часы, 300 метров водозащиты, и в принципе это не самый дешевый, да, там практически 1000 евро стоит. В этом как раз таки и шик, потому что кто понимает, тот понимает. Ну, надо макро посмотреть. Так, ну, как говорил, здесь все такое у нас печатное, хотя объемное. Посмотрите, какие метки, особенно вот это 6 и 12 объемные. Симпатичный логотип нанесен. Ну, здесь все аккуратно, все приятно, нравится, конечно. Мне нравится, что дата под цвет черная. Не стали лепить какую-то дурацкую белую дату. И здесь все очень-очень сдержанно, все без зеркальной, конечно же, полировки. Что скажу по итогам? Самобытный дайвер, очень немецкий, поэтому если любите такой дизайн, такое направление, то, конечно же, вам эти часы должны понравиться. С учетом того, кто производитель, где они сделаны, какие характеристики, цена вполне себе удобоваримая, как мне кажется. Так что
Мне кажется, эти часы, они такие будут магнитом с разными ремешками, вам захочется попробовать и что-то максимально сдержанное, и что-то максимально яркое. Здесь вот уже есть пример, да, яркий резиновый ремешок, а почему бы и нет? И у нас уже весна заканчивается, лето на дворе, так что классная модель, мне понравилась. Пишите, как вам эти лака. На этом все, всем пока, с вами был Дэн, увидимся.